warm welcome to all of you who came here from different countries, and we are very much also aware of it that it was for some of you a challenge also to come here, crossing borders, waiting. So, big applause. My name is Maddalena, and I'm the founder and the CEO of Smart Cooperative, who is a former partner of BEF and project. I am happy to see all of you for the second time for the project for Belarusian independent filmmakers. I hope that through this project you will have a better opportunity to enter the European labor markets for the filmmakers. The collaboration for international filmmakers, which are offered by Smart Cooperative, are on the different levels. One is like to go together for the funding, as we did it in the project of cooperation between Belarusian filmmakers and us. But it is also possible inside of our cooperative to build the collectives who can make the project together using the tools of Smart Cooperative. If you are the part of something, is a trust given you just because you are in the bigger group. The network itself, the Belarusian filmmakers, are also overcoming their isolation themselves by being so resistant and so motivated to build this network and to stay also in this network and to have also these great ideas, and also that the network continues also with us, that the cooperation will take place the next years, and that we basically became a family, kind of. И ФБФН, и Киноакадемия, конечно, дают в первую очередь толчок к возможной интеграции, в том числе в это европейское пространство кино. Это самое главное. Поэтому вот сейчас присутствуем тоже на вот таком именно как съезде, да, это становится уже как бы доброй традицией. Это имеет определенные разные секции: индустриальную, дискуссионную, лабораторию. Здесь есть все то, что вот создает такую как бы микромодель вот этого индустриального пространства, которое, ну, в общем-то, является универсальным для всего мира. Вот через эти такие маленькие университеты дает вот эту самую важную интеллектуальную нагрузку и подключает, опять же, к вот этому более сложно устроенному европейскому индустриальному пространству. The most important first step is done. There is a community that, despite the situation, can meet, can exchange, can share, and can expand. And about the expansion, it's important just to count on partners like Berlinale or like the World Cinema Fund that can help you also to contact other networking. But I think being present, say, look, we are here, we want to keep on doing our films, we want to preserve the democracy, we want that our stories are told and are shown. This is a very, very good first important step. Ми зараз живемо так у часі таких випадкових перемог, але так само це може бути таким мемом, але знову ж у часі неких перших перемог. Без цього процесу нам не випрацювати які механізми співпраці на будущее, не знайти, не зробити. Ось це перші приклади, як у Мари Тамкович, перші приклади отримання грошей з польського письма. І створити приклади перші білоруської кінопремії на Берлінале і так далі. Мусимо бути і хитрішими, і більш смілими у тим, щоб не давати умовного Шагала Франції, а Манюшку у Польщі, а повсюль завсюди казати, що хай поводле витворчості кураж німецькі, а під ширим небом польські фільми. І вони все одно залишаються у полі білоруського кіно і білоруської культури, некої білоруської побудової самосвідомості. Креативное сообщество, прости господи, это все-таки конкуренция, это все-таки конфликт стилистический и мировоззренческий. Это всегда какая-то степень расхождений, и это классно, потому что именно эти расхождения заставляют нас чувствовать себя живыми. То есть БФН, на мой взгляд, это не воспроизводство глобального согласия.
Это, я бы сказал, воспроизводство креативного несогласия, конфликтного, живого, дискуссионного. Это и есть создание, мне кажется, нормальной креативной среды. Ну, я бы больше поговорил именно про конкретный проект BFN, про инкубатор, который, в общем, задача которого в том и состоит, чтобы выдать какие-то новые возможности молодым белорусским фильммейкерам. Вот. Я считаю, что у нас все-таки первые успехи, то, что один из двух фильмов, фильм Юры Семашко, уже попал на Work in Progress на фестивале в Котбусе. Это очень, очень неплохо для независимого фильма, снятого там на микробюджете. И это наш результат. Our next project, we're going for the feast again, and we have the Swan Song of Fyodor Azerov. The film we are about to present, it was shot entirely in Poland and will be copyrighted from Lithuania, but it is a Belarusian film, and I would like to present Yuri Semashko, director of the film. My name is Yuri Semashko. I'm director and screenwriter, and in the past I made a few short films. One of them was screened in Oberhausen last year, and now I'm presenting my first feature film, The Swan Song of Fyodor Ozerov. I know the second part of the title is hard for you guys, but I like unique titles, so yeah, deal with it. So we're looking for distribution, festival, and please talk to us. Thank you very much. Thank you. Если бы не было БФН, да, я, наверное, бы снял бы фильм, но это был бы совершенно другой фильм. Потому что те возможности, которые тебе предоставляют разные институции, вроде БФН или какого-нибудь гранта, они формируют немножко тот стиль, в котором ты делаешь кино. То есть я подстраиваюсь. То есть я не представлял, как я буду делать полнометражный фильм, совсем по своей инициативе, например. Да? То есть мне нужен был какой-то толчок в виде институтов, какого-то гранта, чтобы у меня получилось именно собраться и сделать такую большую работу. И это было бы не только моя, скажем так, личная инициатива, а что за мной кто-то стоит. Отчасти про это мой полнометражный фильм, то что как страх, по сути, мешает тебе заниматься творчеством, да, то есть наши внутренние страхи, они нас сдерживают. Вот. И когда я замечаю этот страх, у меня первая реакция — это его побороть. И когда этот инкубатор появился, это тоже было неким поводом для того, чтобы придумать сценарий своего полнометражного фильма. И ты знал, что ты не будешь один. Индустрия базируется в первую очередь на узнавании. Чтобы тебя узнали, чтобы тебя заприметили. Для этого необходима, не только демонстрация твоих определенных талантов. А эти таланты должны быть восприняты, они должны быть в какой-то степени достигнуть какого-то универсального значения. А рождает это все как раз вот этот пуля индустриальных разговоров, индустриальных встреч, индустриального образования. Поэтому так называемое вот ателье. И в этом смысле, когда мы говорим уже в этой конечной стадии, да, вот этих фестивальных отборов, когда все это проводится, во многом учитывается как раз эта вовлеченность автора в информационное поле индустрии. Благодаря тому, что с BFN работает неплохой комплект экспертов, то мы можем делать фестивальную поддержку. Если вы что-то сняли толковое, они посмотрят, если есть в этом, то мы можем за очень сходную цену нанять человека, который сделает вам фестивальное продвижение. И эта штука работает. Уже запустили 3 фильма в распаўсюд. Это стопудово работает. Это все вельмі корыстно, потому что это стварае разумение асяродку, які у нас есть. Там хотя бы у польско-беларускім, польско-беларуска-нямецкім, потому что все люди разумеюць
хто што робіць, і гэта стварае вось той пульс кінавытворчасці, якая існуе, нават калі яна амаль не існуе, але яна ўсё роўна існуе, хоць там у такім павольным стане. І ўсё гэта разуменне, гэтая рэфлексія над тым, што адбываецца, яна вельмі каштоўная. І яна не можа стварыцца, нават калі вы знаходзіцеся сумесна ў чаціку, вы там падпісаны. Гэта адбываецца офлайн у формате такого живой размовы, такой незмушанай размовы. Да, мне здаецца, што БФН добрае месца, дзе сустракаюцца людзі нават розных спецыяльнасцяў. Гэта там можа быць рэжысёр, кінакрытык, аператар. Але цяпер свет кіно, мультымедыа, настолькі ўсё паміж сабой працуе адзін для аднаго, мне здаецца, у кінасвеце, што гэта важна мець месца, дзе можна ўсім разам сустрэцца і абмеркаваць. Это уникальная возможность познакомиться, во-первых, с людьми, единомышленниками, вот как вы, как все остальные. Самое главное просто создание комьюнити, поддержка эмоциональная. Я думаю, сейчас вот так все вдохновятся, что потом могут либо там коллаборироваться постоянно, либо создать какой-то там... команда, это же типа кино, это же командная игра. Поэтому создать команду — это, наверное, путь к тому, чтобы создать кино в итоге. Тут былі калегі, з якімі мы ўжо працавалі на розных праектах, і мы іх успаміналі, абмяркоўвалі, што атрымалася, што можна было б зрабіць лепш цяпер. Была размова з калегай, мы прыдумалі тут вечарам летні цэлы трітмент цікавы праекта, які можна было б разам зрабіць, таму што нам блізкая тэма. Нам здалося, што мы абмяркоўваем такую нікому невядомую тэму, як быццам мы нешта такое тут адкапалі ўдваіх, і ніхто пра гэта яшчэ нічога не зняў. І тут падыходзіць да нас трэці чалавек, і яна кажа: «Так, а я вось пачула вашу размову, а ў мяне сябры, вось з ім такое адбывалася. Я вам зараз раскажу». І мы былі вельмі здзіўлены. То есть мы тут нават рэсёрч яшчэ правялі выпадковы. У нас уже героіны ёсць магчымыя. Я думаю, што ці мы хочам, ці не хочам, такі фармат, такая хвала беларуска эміграцыйна кіна, яна павінна з'явіцца. Але каб яна магла з'явіцца, то кіношнікі, якія жывуць на эміграцыі 3, амаль 5 гадоў, так, яны думаю, што ўжо крыху адаптаваліся тут. Яны павінны думаць ужо проста пра тое, пра што можна здымаць кіно на эміграцыі менавіта. Поэтому мне кажется, что лучшая стратегия БФН – это как можно меньше друг другу наступать на ноги. Территория творческой свободы, создание потенциала для движения, кого угодно, киношников, тех, кто пишет про кино, тех, кто помогает его организовывать, продюсеров. Это должна быть, мне кажется, бригада одиночек, в хорошем смысле этого слова. Когда мы говорим про независимое кино, это не означает, что мы сбились в банду и сказали: а вот мы сейчас будем независимой группировкой, я не знаю, БФН. Это означает, что мы пускаем каждого из нас, позволяем друг другу быть в меру своих безумств независимым, свободным, креативным, ярким. Поэтому мы не госкинофонд. И в этом прелесть. Не банда, а, как сказать, партизанская сеть.